привет! Привет, друзья! Каждый из нас хотя бы раз в жизни садился на диету или пытался придерживаться правильного питания. Но все равно иногда хочется чем-нибудь себя побаловать, каким-нибудь десертиком. И вот сегодня мы приготовим два замечательных десерта, которые можно и нужно есть даже тем, кто сидит на самой строгой диете. И эти два десерта великолепные и вкусные, но самое главное их преимущество в том, что это легко и просто готовится. Основной ингредиент, я бы сказала, даже королева сегодняшнего бала, это овсянка. Плюс фрукты, бананы, яблочко, сухофрукты, орешки. Все это в сочетании с овсянкой превращает эти десерты в кулинарный шедевр. И когда вы будете сами это готовить и есть, вы даже не будете ощущать вкуса овсянки. Настолько это все будет изумительно. Так что смотрите видео до конца, все сами увидите, а все ингредиенты, как всегда, в описании. Поехали! Поехали! К овсянке добавляем корицу, чайную ложку, и перемешиваем. Этот десерт у нас будет готовиться без выпечки. Измельчим 20 грамм грецких орехов. Вот так, совсем мелко превращать в пыль орехи не надо. Добавляем орехи к овсянке и перемешиваем. 30 грамм сливочного масла растапливаем на сковороде и обжариваем на нем нашу смесь до золотистого цвета. Во время жарки добавляем в нашей смеси 40 грамм какао и все опять перемешиваем. Обжариваем еще буквально пару минут и убираем с огня. Пока овсяная смесь остывает, натрем на мелкой терке одно яблоко. Добавим сок половинки лимона. Добавим 2 столовые ложки йогурта. И все перемешаем. Высыпаем овсянку жареную. Теперь все надо перемешать до однородности. Вот такая масса у нас должна получиться. А теперь приготовим начинку для нашего тортика. Нам понадобится 250 грамм творога, 2 столовые ложки сметаны, 2 столовые ложки подсластителя без горки. У нас творог мягкий, и его достаточно размять вилкой. Если у вас творог зерненый или плотный, то лучше эту начинку пробить погружным блендером. Осталось добавить сухофрукты. Курагу нарежем на мелкие кусочки. Еще раз все перемешиваем. Начинка готова. Собирать тортик будем в раздвижной форме. Выкладываем бортики пленкой. Можно также это сделать с помощью бумаги для выпечки. Делим овсяную основу примерно пополам. Выкладываем половину на дно формы и разравниваем с помощью стаканчика. Теперь выкладываем творожную начинку. Выравниваем по всей поверхности. Теперь оставшуюся часть массы собираем в один комок. И делаем вот такую вот лепешку. И вот этой лепешкой закрываем начинку. Зальем в ковшик 40 грамм молока и дадим ему немного нагреться.
Теперь добавим 40 грамм темного шоколада и будем его растворять в молоке. Когда шоколад полностью растворится, добавим 10 грамм сливочного масла. Все, глазурь готова. Заливаем ею наш тортик и распределяем ее по поверхности. Украсим пирог дольками голубики. И отправим его в холодильник стабилизироваться часа на 2. Достаем тортик из холодильника и освобождаем его от формы. Снимаем пленочки. Вот какой красивый тортик получился. У нас осталось несколько ягод голубики. Украсим ими наш тортик, чтобы он стал еще красивее. Теперь отрежем кусочек, чтобы посмотреть, какой он получился внутри. Красота! Для второго десерта 120 грамм овсянки заливаем горячим молоком. Перемешиваем. Даем ей постоять минут 10-15. А пока займемся остальными ингредиентами. Вилкой помнем 2 банана. Мелко нарежем орехи. Разбиваем 2 яйца, взбиваем их, добавляем бананы к яйцам, перемешаем, 40 грамм какао сюда, размешаем и добавим разрыхлитель. Добавляем половину нарезанных орехов в эту массу. Теперь полученную массу соединяем с овсянкой, которая постояла 15 минут. Будем перемешивать до однородности. Все, тесто готово. Смажем силиконовую форму капелькой буквально растительного масла. Вливаем тесто. Выравниваем. Постучим несколько раз, чтобы вышли все пузырьки. И посыпем оставшимися у нас орешками. Отправляем в духовку разогретую до 180 градусов минут на 40-45. Вытащим кекс из формы. Дадим ему остыть. Как только кекс остынет, отрежем кусочек. Посмотрите, какой он пористый и мягкий получился. Давайте пробовать. Пробуй шоколадный. Я шоколад не ем. Здесь есть какао. Ну, ладно. Попробуй кекс, а ты давай тортик. Я шоколад люблю, поэтому с огромным удовольствием съем шоколадный тортик. Чудный кексик. Чудный тортик. Нет, действительно, очень нежный. Творожная начинка с сухофруктами. Очень, слов не нахожу. Как это правильно описать? Просто от восторга млею. Кстати, у многих людей нет духовки. И для них это чудный вариант сделать себе что-то приятное, угостить гостей и таким десертом удивить.
вполне. Так что очень вам советую взять это на вооружение. Да, в этом присутствует немного сливочного масла. Кому-то это может показаться, что он не очень диетичный, но с учетом того, что нет муки, вместо сахара мы использовали сахарозаменитель, он вполне тоже может сойти за полезное Питание. да. ЗОЖ рулит. Но, кстати, когда пробуешь такие десерты, даже в голову не приходит, что это сделано без муки, масла, сахара, там, тех продуктов, которые люди на диете стараются избегать. Ну что ж, дорогие друзья, пробуйте, рекомендуем, пишите, как вам понравилось, как получилось. Ну, это очень просто. Поэтому Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, делитесь своими рецептами, задавайте вопросы. А главное, друзья, никогда не будете экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. Угощайте своих любимых фантастически вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. До новых встреч! Пока!